какой процент текучки можно считать верхней границей, да, или чем-то нормальным. Что касается текучки, никакого, знаете, такого общего ответа на все случаи жизни не существует и быть не может. Объясню почему. Есть несколько факторов. Есть такая точка зрения у венчурных фондов, инвесторов, у тех, кто профессионально занимается стартапами, что если стартап хочет быстро развиваться, то в первый год должно поменяться примерно там, от 50 до 80% сотрудников. То есть если этих изменений не происходит, то есть если, например, не сменяется 50% сотрудников в первый год после того, как стартап получил инвестиции и должен начать быстро расти, то те, кто инвестирует в этот стартап, венчурные инвесторы, они считают, что основатели стартапа не справляются, то есть не справляются со скоростью роста. И это может выглядеть как-то странно, цинично и так далее, но это является правдой, понимаете? Когда вы разрабатываете новый продукт, вы его тестируете, вы такой трекшн делаете, то есть вы получаете первых клиентов, вы тестируете, как на этих клиентах ваша прекрасная бизнес-идея срабатывает. Это один этап, для которого нужны одни люди, одни руководители. Когда вы начинаете быстро нанимать людей, быстро распределять обязанности, строить структуру управления, тратить намного больше денег на пиар, быстро адаптировать на ходу продукты, осуществлять саппорт, то есть поддержку и обслуживание большого количества людей, вам нужны другие люди, нужна другая команда. И если у вас в этот момент нет текучки, то это значит, что вы двигаетесь слишком медленно. Это первый фактор, который надо принять во внимание. Второй фактор, который нужно принять во внимание, это то, что на разных должностях норма текучки совершенно разная. Ну, то есть, вот возьмите, там, не знаю, людей, которые работают в Макдоналдс. Я когда-то такую статистику интересную читал, что в Соединенных Штатах, это сложно представить, но это действительно так, в Соединенных Штатах каждый 5-й американец работал в Макдональдсе в течение своей жизни какое-то время. Это не значит, что он работал долго, может быть, он работал студентом, школьником, там, помогал, неважно. Но каждый 5-й американец работал в Макдональдс. Меня эта цифра в свое время поразила очень серьезно, потому что, вы представляете, какое влияние на культуру, на бизнес-культуру, на эту страну оказывает бизнес-культура Макдональдс. То есть каждый 5-й американец какое-то время проходил там обучение. Чтобы работать в Макдональдс, надо пройти обучение. Он погружался в систему управления, он погружался в их систему взаимоотношений. Можете себе представить? То есть я не говорю, смотрите, я не говорю о том, что это хорошее влияние, либо это плохое влияние, но это мощное влияние в любом случае. Да, и к чему я это говорю? К тому, что, соответственно, у тех, кто стоит на кассе в Макдоналдс, или тех, кто готовит бутерброды, и кого быстро этому обучили, дали все инструкции, дали правильные полуфабрикаты, они это классно, красиво, весело делают. Понимаете, обычно эти люди не работают долго, и это нормально. Поэтому также норма текучки зависит от того, что это за позиции. Это позиции кассиров, это позиции грузчиков, это позиции продавцов, это позиции... Но для каждой позиции, для каждой должности есть определенная норма текучки. И, наверное, самое ужасное, знаете, это такой предмет гордости малых предпринимателей, застрявших вообще в развитии своего бизнеса, уткнувшийся в потолок, это такой предмет гордости. Зато у нас команда, и ни один человек не уволился на протяжении последних 5 лет, и мы тоже самой командой работаем в течение 5 лет. Если вы посмотрите на метрики такого бизнеса, я думаю, что вы понимаете, что вы там увидите. Что за последние 5 лет такая компания никуда не взлетела, она не развивалась и так далее. Естественно, самый низкий процент текучки мы ожидаем на верхних уровнях управления, среди руководителей, топ-менеджеров. Но, ребят, даже там текучка есть, и это нормально. Понимаете, трансформация в свое время... Например, наша корпорация проходила трансформацию из офлайновой компании там, с 11 филиалами в онлайн-компанию, которая намного больше, чем то, что мы делали в офлайне, в 11 филиалах. Мы проходили трансформацию. Это была болезненная трансформация. Мы потеряли топ-менеджеров, мы потеряли там часть персонала и так далее. Но если бы мы этого не сделали, я не говорю, что обязательно людей надо терять. Но есть обстоятельства. Кто-то
привык работать определенным образом, кто-то не верит в эту новую стратегию, кто-то просто физически не может продолжать работу в другом режиме и так далее. Это нормально абсолютно, поэтому текучка абсолютно неизбежна. Единственная плохая вещь в текучке, она заключается в том, что мы с вами, как предприниматели, наши HR, они не готовы восполнить вот эти вот потери новыми сотрудниками и восполнить и сделать это быстро. Вот это проблема. Поэтому, если честно, то никогда, с моей точки зрения, вообще не стоит беспокоиться о текучке. Я за свою бизнес-карьеру и карьеру консультанта я видел, может быть, среди тысяч компаний, я видел всего несколько, в которых текучка была проблемой. Гораздо большая проблема – это тогда, когда у нас текучки нет. Гораздо большая проблема, когда у нас служба персонала не справляется с тем, чтобы приводить хороших людей в компанию. Поэтому я бы вот предложил вам не беспокоиться о текучке вообще, а беспокоиться о том, чтобы в вашу компанию приходили хорошие люди, их быстро вводили в должность, беспокоиться о том, чтобы ваша компания росла, применяла новые технологии, трансформировалась, повышала доход и так далее. Это гораздо более интересная точка зрения. И еще раз хочу подчеркнуть, я не за текучку вообще. Я не говорю, что надо менять людей, надо увольнять людей. Я вообще считаю, что ты как предприниматель должен, как руководитель должен сделать все, чтобы твои люди развивались, тянулись, продвигались, понимаете, осваивали новые инструменты. И потому что люди, которые давно в компании, они знают ее от А до Я, они преданные, они компетентны и так далее, имеет смысл их развивать. Но это не всегда получается. Посмотрите с практической точки зрения, о каких должностях вы говорите, какие в этой области нормы. Например, давайте возьмем продавцов. Вот у нас сейчас в нашей корпорации работает, наверное, до 100 продавцов. Примерно что-то в этом. Вот примерно такой масштаб. Примерно около 100 продавцов. И, естественно, это разные отделы продаж, естественно, они продают разные продукты и так далее. И я уверен, я знаю, что у нас есть продавцы, которые с нами уже 10 лет работают. И никуда уходить не собираются, они чемпионы, лидеры, они круто зарабатывают, они делают хорошие результаты. Но при этом новички, которые приходят в отдел продаж, я не думаю, я уверен, что половина из них не задерживается больше, чем 2-3 месяца. И очевидно, что они не справляются, не дотягивают и так далее. И это абсолютно нормально. С моей точки зрения, отсутствие текучки, это с точки зрения статистики, моих наблюдений, это гораздо большая проблема для бизнеса, потому что бизнес в результате не растет, чем существование текучки.